Когда смотришь на зарубежных автопроизводителей, возникает мысль: наш автопром застрял и практически не развивается. В то время как в передовом Китае новые модели появляются с конвейеров, как горячие пирожки. Эти автомобили очень современные, и отставание наших производителей становится очевидным. Примером этого является недавно появившаяся в России модель автомобиля. По сути, это все тот же Козлик, знакомый отечественным автолюбителям, только произведенный не УАЗом, а зарубежным предприятием. Интересно, что корни у нашего УАЗа и этой модели общие. Задумка и задачи у машин те же самые, но подход китайцев заметно отличается от продукции ульяновского завода. Для сравнения, вот что выпускает УАЗ на данный момент. Минимум изменений с первых 469-х. И что делал Китай в 1965 году. Модель, созданная в 1965 году, базировалась на советском ГАЗ-69, хотя внешне больше напоминала УАЗ-469. Она оснащалась двигателем ГАЗ-451М мощностью 75 лошадиных сил и по оснащению фактически не отличалась от советских внедорожников того времени. С течением времени китайский аналог БАВ-212 прошел многочисленные модернизации и доработки. Сейчас эта модель имеет качественно иной уровень оснащения, предлагая тот же армейский внедорожник, но значительно современнее. Что же представляет собой модель БАВ, прибывшая в прошлом году? Основные отличия этой машины от прежних копий советских моделей заключаются в техническом оснащении. Под капотом стоит не древний двигатель, а современный агрегат от Mitsubishi, собираемый по лицензии в Китае. Этот двигатель также используется в моделях JAC. Это 2,4-литровый двигатель мощностью 211 лошадиных сил и крутящим моментом 320 ньютон-метров. В основе конструкции чугунный блок, привод ГРМ ременной, а для увеличения мощности используется турбина. Китайцы любят устанавливать турбированные бензиновые двигатели на внедорожники, и с этим ничего не поделаешь. Что касается трансмиссии и подвески, все сделано просто и надежно, как в армии. Никаких автоматических коробок передач, только механика, причем шестиступенчатая. Далее идет раздаточная коробка от Borg Warner с понижающей передачей. Тип полного привода Part-Time, с жестким подключением переднего моста. Спереди и сзади установлены мощные мосты. Передаточное число на мостах 4,87. Передняя подвеска на пружинах, задняя на мощных рессорах. Заявленная грузоподъемность около 500 кг, но на деле машина может перевозить больше благодаря прочной подвеске. Угол въезда составляет 47 градусов, а клиренс на штатных колесах размерностью 265 на 75/16 равен 24,5 см. Да, сзади стоят барабанные тормоза, как у отечественных внедорожников. Однако, глядя на эти две машины со стороны, выбор явно не в пользу УАЗа, а сравнение их иногда кажется смешным. Даже по покраске китаец выигрывает. Если даже на заводе лакокрасочный слой ложится неравномерно, то что сейчас можно говорить про автомобили, привезенные в Россию через 3-4 страны? Не вовремя обнаруженные проблемы с кузовом могут обойтись очень дорого. Ремонт даже самой небольшой детали кузова вместе с покраской начинается от 10 тысяч рублей и выше. Не говоря уже о том, что любой кузовной ремонт значительно снижает цену автомобиля при продаже. Отличный способ проверить состояние кузова автомобиля самостоятельно, не прибегая к помощи сторонних компаний, это измеритель толщины покрытий Корсис Автоподбор. Сделано в России, город Омск. Работает по черным и цветным металлам. Распознает специальную магнитную шпаклевку, а также имеет индикатор цинка. Если на автомобиль поставили неоригинальную деталь, вы об этом узнаете. Диапазон измерений до 3500 микрон. Скорость измерений всего 0,4 секунды в турборежиме. Имеется функция автокалибровки, а также пожизненная гарантия и поддержка на русском языке. И что самое интересное, сейчас на Озон любой из толщиномеров от Корсис можно приобрести с хорошей скидкой. Если не знаете, что подарить мужчине, это отличный подарок. Однако только более мощного и современного двигателя, который китайцы внедрили в свой древний УАЗик, уже достаточно, ведь наши УАЗы до сих пор страдают от нехватки мощности. Завод оправдывает невозможность внедрения подобного двигателя тем, что старая трансмиссия не выдержит нагрузки. Усиливать ее невозможно, и вообще, зачем вам больше мощности?
но это не все отличия. Разница есть и в конструкции кузова. У BAF есть один недостаток. Вместо полноценного багажника здесь есть небольшое окошко, доступ к которому открывается только после того, как отведен в сторону кронштейн запаски. Второй доступ к багажнику возможен через салон, за вторым рядом сидений. В этом плане Hunter, конечно, выигрывает, но даже при поверхностном осмотре видно, что качество сборки BAF значительно лучше, чем у УАЗа. Да, местами виден металл, а автомобиль выполнен в спартанском армейском стиле, но швы ровные, и есть уверенность, что кузов не начнет гнить сразу после схода с конвейера. В этом китайцы обошли УАЗ. Внутри все так же просто и функционально. Использованы практичные и дешевые материалы. Пластиковая отделка повсюду. Отсутствуют электростеклоподъемники, но зато есть кондиционер и даже бортовой компьютер. Рычаги управления трансмиссией не торчат из пола, а аккуратно встроены в центральную консоль. Обшивка сидений выполнена из кожзаменителя. Может показаться, что сравнение не совсем уместно. Да, у BAF мощнее мотор и более современные элементы, но это все еще простой утилитарный внедорожник. Стоит отметить несколько фактов. Эта армейская версия выпускается как специальная серия. Китайцам не составило труда обновить свой козлик до уровня современных автомобилей. BAF 212 недавно получил масштабное обновление. Теперь это совершенно другой автомобиль с полноценной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, двигателем мощностью 252 лошадиные силы, максимальной скоростью 170 км в час, современным оснащением и множеством опций. УАЗу есть чему поучиться. Китайцы легко могут создать автомобиль, отвечающий современным требованиям автолюбителей, технологически современный, при этом сохраняя стилистику старого дизайна. Почему УАЗ уже десяток лет тянет с обновлением Патриота и обещает выпустить русский Прадо, но так ничего и не делает, остается загадкой. Что касается китайского BAF 212, аналога УАЗ 469, то цена на такой автомобиль в Китае начинается с отметки чуть меньше 1 миллиона рублей. А теперь внимательно впитываем следующую информацию. Если забрать автомобиль у границы, то он обойдется примерно 1,5 миллиона рублей, что по сути равняется стоимости Хантера в автосалоне. Идем дальше и получаем следующее. Машина с пройденной процедурой постановки на учет стоит уже 2,5 миллиона рублей. И наконец абсолютно новый BAF 212 из Китая от поставщика без процедуры постановки на учет сейчас выйдет покупателю в 3,5 миллиона рублей. Государство, которое не произвело данный автомобиль, зарабатывает на нем больше, чем страна, изготавливающая машину. Беспроигрышный бизнес-план. Очевидно, что такой китайский УАЗик за эти деньги, а точнее огромные деньги, никому не нужен. Но факт остается фактом. Отечественный козлик даже до уровня этого BAF еще не дорос и вряд ли дорастет в ближайшем будущем со своим гниющим кузовом и устаревшими агрегатами. Не подумайте, что я пытаюсь принизить заслуги нашего автопрома, но модернизация просто необходима. Нельзя отрицать, что простые и условно неубиваемые модели типа Хантера или Буханки очень нужны в отдаленных от цивилизации регионах, где они служат спецтехникой. Однако целевая аудитория этих автомобилей уже давно не массовая, всем хочется более современное и продвинутое. На мой взгляд, изменения необходимы не только в дизайне или технической начинке, сколько в качестве готовой продукции. Заводу достаточно поработать в этом направлении, тогда и цены на автомобили будут оправданы, и зарубежного не потребуется. А что думаете вы по этому поводу? Сильно ли, на ваш взгляд, отстал УАЗ советских времен от своих аналогов? И нужна ли отечественным машинам модернизация? Пишите в комментариях.